Сегодня суббота, значит, у меня есть кое-что, чтобы вам показать. Вообще-то никак не связано с субботой, просто мне нужна была подводка, и я придумал такое вот начало. Вот какую вы знаете Варшаву? Мне кажется, если я спрошу у каждого у вас, и вы бы ответили все это в комментариях, мне кажется, это все был бы центр города, высотки, вот эта часть. А что, если я вам скажу, что как бы Варшава это не только эта часть, и есть еще очень классный старый город, не менее приятный, прикольный, и там тоже творится очень много всякой прикольной движухи. Собственно, туда я сейчас и направляюсь. Чтобы туда добраться, нужно приехать на метро Новый Свят Университет. Эта станция находится где-то за моей спиной. И на перекрестке вы идете очень людную улицу, которая перекрывается летом на продолжительный период, а в дальнейшем просто на выходные и становится самым тусовочным местом в городе. Но нам нужно не туда, об этом немного позже. Старый город находится по этой стороне. По пути к старому городу вы, скорее всего, будете идти по вот такой атмосферной улице, на которой вы можете встретить большое количество талантливых и креативных людей, как я, например, вот этого скрипача. Также здесь находится большое количество кафе и ресторанов, в которых вы можете, так скажем, попробовать Польшу на вкус. Так что берите журок и остальные национальные блюда, вы не ошибетесь. А для любителей барной атмосферы в этой части города располагается множество ирландских пабов, так что опция пригубить стаканчик второй пивка имеется. Ну а если среди этого всего вам ничего не пригляднулось, и вы решили всадить в себя кебаб, знаете, я с вами. А еще недавно в конце этой улицы, перед входом к старому городу, появился аттракцион, в котором вы можете испытать себя и провисеть 100 секунд за 100 злотых, либо если вы держите 2 минуты и получить за это 200 злотых. Ладно, на самом деле это всем известный, я думаю, лохотрон. Там перекладина, на которой ты висишь, она крутится. Но есть люди, которые могут продержаться 100 секунд. По сути, это даже не 1,5 минуты, это минута 40. Чувак неплохо устроился, просто сконструировал себе вот эту конструкцию. Мне кажется, он отбил ее просто в первый же день. И сейчас просто каждый день стоит здесь и лутает бабки. Сейчас в моменте стало очень-очень много людей. И я так подозреваю, что все они идут с площади где проходил фестиваль джаза. За то время, что я шел, он уже закончился, поэтому это самый большой фестиваль джаза, возможно, не по времени, но по численности аудитории, которая его смотрит, точно. Вот тут в центре, собственно, и проходил фестиваль джаза, который будет еще несколько суббот здесь точно. Каждую субботу с 7 вечера. Блин, обидно, конечно, что я не успел на него попасть. Но вы представляете, вся вот эта вот площадь здесь. И ресторанчики открыли свои места на улице. Вот просто сидишь, кусаешь вкусные журики, пробуешь в Польшу на вкус и наслаждаешься самым большим фестивалем джаза. Мы на него не попали, но он здесь есть. Поэтому это нужно не забывать. А еще в центре стоит памятник сирене. И по легенде, если ты пройдешь летом, потому что зимой очень холодно, босыми ногами по воде, которая льется из фонтана, ты можешь загадать любое желание, и оно должно сбыться. Я, кстати, еще не загадывал, но я спрашивал у Артема. Он говорил, что когда приехал, прошелся здесь босыми ногами, что-то загадал и не помнит, сбылось это или нет. А это что значит? Это значит, что он забыл, что загадывал, а это, в свою очередь, значит, что все-таки сбылось. Но, кстати, загадать это можно только один раз. На самом деле, я даже без всяких джаз-концертов и этого фонтана сирены очень тащусь по этому месту. Вы реально просто посмотрите на задний фон. Эти домики, они такие узкие, и каждая часть расписана и сделана по-своему. Мне прям нравится это место. Поэтому приходите сюда, даже если джаз-фестивалей уже не будет. А также зимой здесь, еще более атмосферно, потому что вокруг фонтана заливается каток, а вокруг катка выставляются маленькие домики, в которых проводится рождественская ярмарка. Поэтому подписывайтесь на канал, следите зимой, я обязательно покажу, как выглядит это место. И, возможно, я даже покатаюсь на коньках. Пишите лайки, ставьте комментарии, подписывайтесь на канал и до следующих видео. Всем пока! Кстати, о Гарри Поттере. Мне кажется, здесь можно ощутить атмосферу Косого переулка, потому что мне вот такие вот узенькие переулки здесь очень напоминают атмосферу из фильма.